Сегодня я устрою полноценное тестирование этого бюджетного электровелосипеда, который я собрал в предыдущем видео. А также покажу все плюсы и минусы электровелосипедов. Это будут по-настоящему жесткие испытания. И первый, самый животрепещущий вопрос, насколько же хватит этой батареи? Какое расстояние можно проехать на одной зарядке? Чтобы ответить на него, я сделаю два заезда. Первый только на моторе, второй заезд мотор плюс помощь педалями. Для этого я его полностью зарядил и отправляюсь за город. Счетчик сброшен, можно ехать. Всю дорогу я гнал на полном газу, только на поворотах притормаживал. Скорость при этом была в пределах от 30 до 40 км в час. И это только на моторе, без помощи педалей. Решил остановиться пощупать нагрев. Двигатель и контроллер чуть-чуть теплые, аккумулятор при этом совсем не нагрелся. Гудит он негромко, звук заметен только на старте или подъеме в горку, и только если на улице тихо. Кстати, вот сейчас я иду на горку, и он отлично прет, с легкостью преодолевает все подъемы на моем пути. Так прикольно обгонять велосипедистов, которые карабкаются на подъем. Я съездил в Красный Яр и обратно, преодолев 20 километров. При этом аккумулятор так и не разрядился. Я решил погонять возле дома, чтобы окончательно его добить. 26,5 километров удалось проехать. Вот так вот. Только на одном моторе. На полной мощности, без педалей. Честно сказать, не ожидал столь хорошего результата от этих аккумуляторов. Ведь тут даже 2 килограмм веса нету. Хорошенько зарядив аккумулятор, на следующий день я отправился тестировать, сколько же он проедет в комбинированном режиме, мотор плюс педали. Я выбрал маршрут через несколько сел, протяженностью 50 километров. Эх, надеюсь, мне хватит заряда, иначе придется возвращаться домой только на педалях. А как ты думаешь, сколько километров он проедет? Ведь этот мотор рассчитан на работу именно с педалями. Короче, хотелось максималку, но очень дорог. Очень сложно удержать руль на кочках на большой скорости. Управлять мотором можно не только ручкой газа. В электровелосипедах есть такая интересная функция, как ассистент. Для этого в комплекте с контроллером шел датчик, который я установил в каретку. Благодаря ему мотор как бы подталкивает меня, когда я начинаю вращать педали. В этой модели есть 5 режимов ассистирования. Если выбрать нулевой, мотор не работает, едешь только на педалях. На единичке мотор минимально помогает, но эта помощь уже очень заметна. На двойке, тройке, четверке соответственно больше, а вот если включить пятерку и легонечко крутнуть педали, то велосипед просто вырывается из-под меня. Это ни с чем не сравнимые ощущения, как экзоскелет. Мои усилия благодаря мотору превращаются в очень мощные. Велосипед становится очень резвым и быстрым. Ну что же, я уже проехал почти 20 километров, заехал довольно-таки далеко, а спидометр показывает, что еще осталось на 32 километра заряда. Кстати, расстояние преодолевается очень быстро. Обычно на велосипеде в это село я еду довольно-таки долго и сильно устаю. Но сейчас прошло, не знаю, буквально несколько десятков минут. Точно не знаю, не засекал. Но чувствую, что гораздо быстрее сюда доехал. И при этом полон сил. Но небольшой привал все же не помешает. Думаю, надо съехать с асфальта куда-нибудь в укромное место. Грунтовочка! Этим электровелосипедом я пользуюсь уже месяц. Почти каждый день катаю. И хочу поделиться плюсами и минусами владения электровелосипедом. Жара. Настало время перекусить. Первый плюс – это комфорт езды и ни с чем не сравнимые ощущения от скорости, резвости и драйва. Представь, что ты всю жизнь ездил на односкоростном тяжелом велосипеде типа Украины. И тут у тебя появилась возможность прокатиться на легком дюралевом многоскоростном спортивном велосипеде. Так вот, электровелосипед это еще в 10 раз круче. Достаточно один раз попробовать, и ты точно захочешь себе такой. Второй плюс – это легкий и мобильный. Его можно перенести, допустим, через упавшее дерево, затащить на ступеньки, в лифт и удобно хранить в квартире. Нет никакого запаха, как от бензиновых. Взял и выпал, ну как всегда. Третий плюс – простота конструкции и надежность. В отличие от бензиновых собратьев, здесь просто нечему ломаться. Мотор бесщеточный и не требует никакого обслуживания. Четвертый – низкая стоимость заряда.
Полная зарядка израсходует всего 0,4 киловатта. Это настолько мало, что можно считать, что бесплатно. Получится около 100 рублей за год интенсивного использования. Пятый плюс – это экологически чистый транспорт. Можно гонять в природных парках, по пляжам, да хоть в крытом помещении. Шестой – бесшумность. Это дает особый комфорт при езде. Можно наслаждаться пением птиц. Седьмой плюс в том, что на такой электровелосипед не нужны права. Инспектор ГАИ просто не отличит его от обычного велосипеда. Мотор маленький и спрятан в колесе, выглядит как обычная планетарная втулка. Аккумулятор замаскирован под багаж на багажнике, а контроллер спрятан в сумку для инструментов. Так что смело можно гонять везде, где разрешено ездить обычным велосипедом. Теперь поговорим о минусах, которых, кстати, не так уж и много. Первый – высокая стоимость. Более-менее нормальный велик стоит немало. Мега-гамак готов. Он такой мягкий-мягкий. Интересно, выдержит меня? Очень мягко. Вау! Вот это эффект! Но технологии не стоят на месте. Налаживается производство недорогих, но емких литионных аккумуляторов и надежных моторов. На переделку этого велосипеда в электрический у меня ушло всего 12 тысяч рублей. Я думаю, уже через несколько лет цены сильно упадут на электротранспорт, и он вытеснит бензиновый. Еще минус конкретно этой модели – сильно резкая, чувствительная ручка газа, из-за чего сложно ее удержать в одном положении на кочках. Даже на нашем болгаробайке, велосипеде на тяге с болгарки, газ был гораздо удобнее. И еще неверно отображается заряд батареи. Хотя я позже разобрался, в чем дело. И заряд начал отображаться правильно, но все равно не так точно, как, например, на смартфонах. Гамак я оставлю здесь для пастухов и продолжу свой путь, тестируя, сколько же еще проедут эти аккумуляторы. Друзья, недавно я смотрел ролики на ютубе и видел, как в США люди покупают на Черную Пятницу. Это какое-то сумасшествие. Хорошо, что в интернете покупать куда приятнее, потому что кэшбэк-сервис Letyshops отобрал лучшие предложения со скидками. Распродажа на Letyshops будет проходить целых 4 дня. Вы совершаете обычную покупку с хорошими скидками, но при этом получаете приятный бонус в виде кэшбэка, то есть часть средств вам возвращают. И вы можете вывести любым удобным для вас способом и потратить на другие покупки. Ну и самое важное, Letyshops дарит возможность стать обладателем настоящего автомобиля. В него-то точно влезут все ваши покупки на Черную Пятницу. Ссылка в описании. Не упусти свой шанс. Впереди меня ждет большой затяжной холм, который на обычном велосипеде не преодолеть. Сейчас будет крутой подъемище. Но благодаря электрическому ассистенту я с легкостью заезжаю на него. Такое чувство, как вроде едешь по прямой. Именно из-за подъемов я раньше избегал этой трассы, так как карабкаться в гору, да еще и тащить за собой велосипед, не самое приятное занятие. Сильный встречный ветер тоже теперь мне не помеха. Не ожидал, что так быстро пройду это расстояние. 35 километров. Вообще, прямо не заметил, как быстро их проехал. Погнали дальше. Ну что сказать, я въезжаю в город, а заряда еще, если верить спидометру, полным-полно. Въезжаю в город, я с другой стороны. О, что-то тут поломалось. Хорошо едется с моторчиком, вообще легко. Сам контроллер можно более гибко настроить под себя. Для этого есть вот такая вот кнопочка, ключик нарисован. Зайдя в меню настроек, можно менять максимальную скорость, мощность, диаметр колеса, а также множество других настроек. Ну вот и все, я вернулся домой, проехал 51 километр, а аккумулятор так и не разрядился. Решил я окончательно проверить, насколько хватит этого аккумулятора. Сгонял в соседнее село, и у меня получился 71 километр на одной зарядке, плюс педали. Причем педалями я помогал не особо сильно, ехал, как говорится, на расслабоне. Велосипедисты очень редко ездят более 70 километров за одну поездку, поэтому мне такого аккумулятора вполне хватит и не нужно докупать. Интересно, а как этот велосипед себя поведет в плохую погоду? Да еще и на бездорожье. Не замкнет ли там чего-нибудь от дождя? Дисплей и контроллер герметичные, мотор тоже защищен, электрические соединения прорезинены. В общем, воды он не боится. Но все же производитель не рекомендует велосипед топить полностью под водой. Как я только его не мучил, испытание дождем он прошел на ура. Теперь приступаем к липкой грязи. Пробуем по глине. Это смертельно. Смотрите, как буксует.
Пошло, пошел, давай, давай, давай. Скользкий, выбирай асфальт. Давай. О, молодцом. Давай, жги. Все, быстрее, быстрее. Давай, давай, давай. Ля-ля-ля-ля, что тут происходит? Вы гляньте на переднее колесо. И тут выяснился еще один плюс электровелосипеда. Это отличная проходимость. Редукторные мотор-колеса имеют большой крутящий момент, а благодаря тому, что усилие передается плавно без рывков, колесо не буксует. Такой вел играючись проедет по сыпучему песку, вязкой грязюке, пахоте и прочему бурелому, где на педалях не проехать. Даже если забьются подкрылки, их можно легко прочистить мотором. Смотрите. Все, пробило. Честно сказать, я очень доволен этим электровелом. Особенно меня удивил огромный пробег и мощный крутящий момент. Даже слишком мощный, как для 350 Вт. На любой подъем затянет. Даже на самый крутой в нашей местности. Только мотор, педалей нету. Теперь начинаем крутить. Скорость резко начинает возрастать. Но после 30 км/ч крутящий момент резко падает. И выше 40 никак не ощущается. Но зато этот мотор можно легко форсировать, перепаковав батарею с 10 последовательных ячеек в 13, чтобы получилось 48 вольт. Тогда не только мощность увеличится почти вдвое, но и значительно вырастет максимальная скорость. Пиши в комментариях, хотел бы ты увидеть в моем исполнении изготовление мощного электровелосипеда, ну так, на несколько киловатт. Или может сразу лучше сделать электромотоцикл. А может криосаномобиль сделать? В любом случае предлагай свои идеи, а мы постараемся сделать это.